Привет! Я Макс, твой учитель русского. Сегодня хочу поговорить про конец света. Конец света. Многие думают, что конец света вот-вот наступит. Конец мира вот-вот наступит, да, вот-вот настанет. Но на самом деле конец света уже здесь, вот он, я здесь нахожусь. И сегодня хочу показать его тебе. Горы. На самом деле все гораздо менее романтично. Я нахожусь в городе, который называется Ушуая. Усуая по-испански. Это провинция Огненная земля, Аргентина. И это место называют концом света. Fin del mundo, да, конец света. Поэтому, вот, ребята идут. Привет, ребята. Привет. Вот, ребята идут. Тоже встречают вместе со мной конец света. Нет, друзья, а тут еще кто-то. Кто это? Привет. Привет. Сабрина, как ты оказалась на конце света, Сабрина? Как ты оказалась на конце света, а? Прямо вот здесь находится наш отель, здесь магазин, большой супермаркет аргентинский, и вокруг потрясающие горы. Потрясающие горы. И у нас есть несколько часов, чтобы посмотреть и сам городок, и чтобы посмотреть на залив, который находится вот здесь, прям рядом, в 5 минутах ходьбы. Ну и хочется немножко показать вам, как выглядит Ушуая. Это самый южный город в мире. Южнее городов не существует. Вот так он выглядит. Это, скажем так, одна из, не знаю, развитых, одна из центральных, если можно так сказать, частей города. То есть она выглядит гораздо симпатичнее, чем части, которые, например, вот там наверху находятся. Мы там были, там все выглядит, довольно уныло. Вот. Но здесь все достаточно прикольно. Конечно, ты сюда приезжаешь не ради того, чтобы любоваться городской инфраструктурой, да, будем честны. Поэтому главная цель – это посмотреть местные достопримечательности, природные достопримечательности. Мы только приехали. На самом деле у нас достаточно длинный был и сложный путь сюда. 4 часа на самолете из Буэнос-Айреса. Здесь, да, очень сложно ходить с коляской, я бы сказал, практически невозможно. А еще снег, лед и вот такая вот каша. Вообще погода крайне питерская, ребята. Вот это просто питерская зима. Вот так выглядит питерская зима. С мокрым снегом, мокрый снег, грязь. Это стандартная питерская зима. Что, Юля, мы можем здесь пройти? Друзья, кажется, нужна помощь, и сейчас мы будем переходить. Пойдем. Сабрина, главное не потерять твою собаку. Мы, конечно, взяли с собой коляску. Вообще мы думали ее выкинуть, если честно, потому что она уже отслужила свое. Но мы решили рискнуть и взять ее, мало ли она понадобится. И на самом деле мы в целом сделали правильно. Расскажу чуть-чуть про наш опыт, потому что мы здесь второй день, но мы впервые гуляем. Дело в том, что нам не очень повезло с квартирой, и первая квартира, которую мы сняли, она была... в общем, в ней было просто невозможно находиться и жить, и поэтому целый день мы потратили вчера на то, чтобы разложить вещи и потом сложить вещи. И вот сегодня утром... Что такое, Сабрина? Сабрина, пойдем скорее. Скажи, папка, хватит болтать. Хватит болтать. Что ты все рассказываешь? Пойдем смотреть залив. Пойдем смотреть залив. Сейчас мы попытаемся перейти дорогу
Так, переходим дорогу, светофора нет. Вот так, переходим смело. Вот, поэтому вчера мы, к сожалению, ничего не увидели, но зато сегодня мы въехали, заселились в новую квартиру, и мы продолжаем наш путь. Поэтому вчера мы весь день собирали вещи, а сегодня утром мы целый день вещи... Да, я согласен, Сабрина, надоело про это говорить. Сегодня утром мы все вещи собирали. В смысле, вчера разбирали, сегодня собирали. Вчера разбирали, сегодня упаковывали. Как-то так. Здесь на экране будут все слова, чтобы вы не потерялись и не запутались. Оба-на. Сабрина, впереди столб. Что мы будем делать? Берем на абордаж. Давай, Сабрина, готова? Аль абордахе! Не получилось. Сабрина, но мы зато повеселились. Еще? Ну, давай еще возьмем на абордаж. Давай мусорку возьмем на абордаж. Бжум. Все. Сабрина прирожденный пират. Кстати, о пиратах. Вы видите, ребята, залив, который называется по-русски Бигль или Бигл. Его по-разному называют. И он назван в честь корабля Ее Величества. Ее Величества королевы Великобритании. Да, и вообще здесь, с этой стороны острова, а мы находимся на острове. Кстати, немножко географии. Огненная земля – это название провинции, на испанском Tierra del Fuego. Это еще и архипелаг, насколько я понимаю, то есть географическое название. Архипелаг Огненная земля. И этот остров делят Аргентина и Чили. Можете сейчас посмотреть на карту, которая вот здесь появляется. И город, где мы находимся, называется Ушуайя. Господи, боже мой. Тепло. Сабрина, посмотри, как тепло. Это печка, огонь. Действительно огненная земля. Мы нашли огонь, Сабрина. Но, кстати, с огнем здесь все строго. В этой провинции нельзя разводить костры вообще. Поэтому... Смотри, Сабрина, смотри. Фин дель мундо, посмотри. Фин дель мундо. Ну, почти. Нормально у тебя получилось. Здесь у нас коляска, а там Сабрина с Юлей. Спускаемся по лестнице к заливу Бигль. Интересно, что здесь можно спуститься, но здесь нет пешеходного перехода. То есть, по сути, я должен сейчас нарушить правила дорожного движения и просто перебегать улицу. Ну ладно. Кого это когда волновало? Кажется, нужно было брать коляску не с колесами, а с полозьями или с лыжами, потому что снег. Я говорил про остров, что мы находимся на острове. Так вот, в нижней части острова как раз находится залив Бигль, а в верхней части находится тот самый Магелланов пролив, пролив Магеллана, который, насколько я правильно помню, использовался как главный морской путь до открытия Панамского канала. Мы еще не видели сам Магелланский пролив, но я так понимаю, что выглядит он, примерно так же, потому что на карте, они похожи, то есть это огромная масса воды, острова разные, покрытые в основном мелким кустарником или просто камнями, потому что эта территория, я бы ее описал как тундра и лесотундра. То есть здесь в горах и на островах не растет ничего, какая-то, может быть, трава или кустарник. Но вот снизу гор, не на вершине, а где-то в середине, идет часть леса.
И лес классный, я надеюсь, что мы туда съездим, посмотрим на этот лес. Очень было бы интересно посмотреть, вообще погулять по лесу. Я очень давно не видел снега, но для Сабрины это вообще первый раз. Сабрина, ты первый раз видишь снег? Сабрина, покажи снег. Покажи, где снег. Вот он, да? Снег. Интересно, что это место находится на крайнем юге, да? Мы обычно говорим в России про крайний север. Крайний север это означает те места, города, деревни, территории, которые находятся далеко на севере и где очень холодно. Поэтому я говорю крайний юг. То есть мы находимся в самом южном городе Земли. До Антарктиды здесь всего 900 километров. Друзья, вдумайтесь, 900 километров до Антарктиды. И сейчас зима, почти середина зимы. Ну, не середина зимы, но примерно, да. Сейчас конец июня. И посмотрите, как я одет. Посмотрите, как я одет. Футболка, такая пайта. Или мы еще называем, я не знаю, я обычно называю это пайта. Такая, не знаю, поло или худи тоже можно назвать. И, ну, такая средняя куртка, не очень теплая. И все. И я иду без шапки, без перчаток. Летние штаны у меня абсолютно. Потому что температура сейчас около нуля здесь, по крайней мере, в городе. Ну и вообще... Здесь температура зимой колеблется от минус 10 до плюс 5, где-то вот так. То есть средняя температура, не знаю, наверное, где-то 0, может быть, минус 3 градуса средняя температура. То есть вообще не холодно, вообще не холодно. И удивительно, это примерно как зима в Санкт-Петербурге. Зима в Санкт-Петербурге точно такая же. Но Санкт-Петербург не считается каким-то прям вау холодным местом. А это место считается каким-то невероятно холодным. И когда мы говорили, что мы едем в Ушуаю, все такие: «О, там так холодно, так холодно!» Нет, нет. Так, что у нас такое? Ага, крейсер генерала Бельграно. Вот оно что. Смотрите-ка. Вот такой вот корабль. Видимо, вот он здесь и находится. Похож? Друзья, давайте посмотрим. Так. И вот так. Так. И вот так. Похож? Он или не он? Вышли погулять вечером. И днем шел снег, поэтому сейчас Сабрина знакомится со снегом. Первый раз Сабрина видит такое количество снега, а снега, посмотрите, сколько. Снега прям много, и поэтому ее очень упарывает снег. Начнем знакомиться со сленгом. Ее упарывает снег. То есть он ей очень нравится, ей очень прикольно взаимодействовать со снегом. Короче, Сабрина упарывается. Ее упарывает снег. Сабрина, это что такое? Это снежок. Это снежок, Сабрина, да? Снежок. И можно кидаться снежками, смотри. Бум! Хе-хей. Бум! Можно в футбол играть, конечно. Ты же аргентинка. Давай, играем в футбол. Вперед! О, первый снежный ангел Сабрины, посмотрите. А мы зашли на территорию, где находится, во-первых, госпиталь местный. Вот так он выглядит. А во-вторых, вот там находится музей. Один из музеев. Причем конкретно этот музей, он
находится в здании, где была тюрьма раньше. Или колония. Вообще, этот город начинался как колония. Сюда привозили заключенных, видимо, из других частей Аргентины. И я так полагаю, что это было, наверное, одно из зданий. Я точно еще не знаю, я еще не посетил музей. Но в целом, да, как и многие удаленные холодные места в России, Ушуая тоже началась с заключенных, с колонии и так далее. Вот, кстати, здесь, смотрите, написано, да. Так, какие здесь музеи у нас есть? Музей, морской музей сверху. Идем сверху вниз. Морской музей, потом музей тюрьмы. Собственно, вот это здание и было тюрьмой. Я так понимаю, что достаточно большое здание, и все это здание было тюрьмой или колонией. Потом музей Антарктики, музей морского искусства и галерея искусств. Вот такой вот здесь музей. Очень хочется туда сходить. А вот там за проводами начинают виднеться горы. Их не было видно, когда шел снег, а сейчас они прорисовываются. Да, смотрите, прорисовываются сквозь облака. Красота! Так, здесь у нас, смотрите, такой памятник туда. А здесь у нас, опа, что это такое? Ребенок, жрущий снег. Сабрина, почему тебе так нравится есть снег? Сабрина съела уже, наверное, полтонны снега за сегодня. Она не может остановиться его есть. Сабрина, отдай снег. Мы не даем ей кушать. Отдай снег. Отдай снег. Отдай снег. Препятствуем этому. Отдай снег, Сабрина. Нет, снег кушать нельзя. Мы не едим снег, Сабрина. Кушаем снег. Нет, нет, нет. Ну, главное следовать основному правилу. Это не есть желтый снег. Все остальное не так, в принципе, страшно. Я все вижу. Вообще, такой телепорт в Россию. Во-первых, зима со снегом. Это уже удивительно. Во-вторых, посмотрите, это сосна. Сосна, покрытая снегом. Тоже удивительно. Машины, покрытые снегом. Вообще все покрыто снегом. Просто потрясающе. Единственное только как бы большое отличие, то, что в России я никогда не видел таких гор. То есть в некоторых, конечно, местах они есть, но там, где жил я, таких гор, конечно, не было. Хочу с вами поговорить о двух понятиях. Потому что, я сам только узнал, в чем разница между Антарктикой и Антарктидой. Есть два слова – Антарктика и Антарктида. И я всегда их использовал как синонимы. И в целом, я думаю, что многие люди так делают. Если вы так делаете, напишите в комментариях. В чем разница? Антарктида – это название материка. Материка, который находится на Южном полюсе нашего земного шара. Да, вот здесь, внизу он находится. И я, кстати, вот здесь сейчас. И он называется Антарктида. Но вся зона, вся территория, которая включает этот материк и еще различные острова, вся эта территория называется Антарктика. Вот так интересно. Для меня это было открытием. Фух. Ну что, следующий день, друзья, мы решили погулять в горах, погулять в лесу. Но проблема в том, что всю ночь шел снег. Прям снег, вот такой вот снег. Вот такой вот снег. И поэтому сейчас тропа вся заснежена, покрыта снегом. И идти, крайне сложно, вот как-то вот так вот. Но зато очень красивый лес. Мы понимаем, что мы далеко куда-то не дойдем. Вообще там находится ледник. Между двумя вершинами
такая ложбина, и в этой ложбине лежит снег. Это называется ледник. Вот. И мы хотели до туда дойти, но без шансов абсолютно, что по такой дороге мы дойдем. Но, честно говоря, нам хочется просто прогуляться, посмотреть на лес. Сабрина пожрет снег, и в целом все довольны. Так что посмотрим, как высоко мы сможем подняться. Я думаю, метров 80. О, кажется, нам туда. Здесь вообще еще горнолыжный курорт. Здесь катаются на лыжах, на еще чем-то, на сноубордах. А вот там пролив Бигль, где мы были вчера, который я вам показывал. И здесь фантастические леса, покрытые снегом. Да, друзья, такого я прям давно не ощущал. Не ощущал снега под ногами, снега над головой, снега вокруг. Ух. Фух. Красиво, однако. Немножко тяжеловато, но 80 метров мы уже прошли. Все, идем дальше? Да? Ну хорошо, пойдем. Извините, не могу говорить, срочное дело. Ну что ж, наш нанотрекинг или микропоход заканчивается. На самом деле мы где-то 25 минут поднимались в гору по той вот дороге. И здесь была возможность пойти назад по другой дороге, и мы решили пойти назад, потому что, не имеет смысла. Сабрина не может столько сидеть в рюкзаке. До ближайшего Мирадора. Смотровая площадка, да, Юля? Да. А есть какое-то еще слово в русском? Только смотровая площадка. Неудобно, два слова. Смотровая площадка. В испанском Мирадор. Очень классно. Кстати, смотрите. Вот там видно огромную-огромную гору, покрытую снегом. И в целом там можно было бы даже увидеть этот ледник, до которого можно дойти. Но сейчас идет снег, много облаков, поэтому его не видно. До ближайшей смотровой площадки 45 минут в одну сторону. Но с учетом ребенка и так далее, это примерно час. Поэтому и потом час обратно, мы решили этого не делать, потому что, Сабрина будет просто кричать, бесполезно. Она хочет гулять, она хочет есть снег, она еще не весь снег съела. Смотрите, сколько снега осталось. Поэтому мы решили, что надо идти назад. Назад еще мы пойдем минут 30-40, с учетом того, что Сабрина по ходу будет есть снег, а мы будем ее ловить, останавливать. Но красиво здесь. Красиво и тихо. Давай, Сабрина, вперед, вперед. Все, остановилась, перекусила, и надо дальше ползти. Давай, не время есть, надо ползти, нам еще далеко. Давай. Давай, детка, давай. Вперед. Тяжело, я понимаю. Все, спасать? Все, спасаю. Сабрина, что ты хочешь? Что хочешь, ням-ням? Что хочешь, ням-ням? Она ничего не может делать другого. Ее просто зачаровала эта магическая белая субстанция, которую можно есть и нельзя наесться. Не знаю, друзья, если где-то в мире есть еще снег чище, чем в горах Ушуаи, подскажите мне это место, я не знаю такого. Мы пришли в кафе.
которое находится прямо здесь, в этом месте. Я не знаю точно, как это место называется. В общем, это место, откуда начинается подъем к леднику. Причем мы сюда доехали просто на такси, и такси стоило $4,5. Прям из города вот сюда. То есть мы ехали минут 20-25. Причем мы ехали по снегу, прям по глубокому снегу, потому что всю ночь шел снег. И у водителя была обычная машина с, как сказать, с неполным приводом. То есть только передний привод был у автомобиля, передний привод. И поездка была просто устрашающая, потому что машину вот так вот качало, машину вело то влево, то вправо. А сейчас мы пришли в кафе, Сабрина пьет свою субмарину. Это субмарина, да? Субмарина, но Сабрина решила, что шоколад отдельно, молоко отдельно. Ясно. Сабрина решила, что шоколад отдельно, молоко отдельно. Вообще субмарина подразумевает молоко, в которое ты кладешь шоколад. Мы удивлены, что здесь вообще такие невысокие цены. Здесь цены в кафе, вот здесь на горе, цены на кофе и на какие-то булочки такие же, как в городе, как в Буэнос-Айресе, я имею в виду. Это удивительно реально. И такси гораздо дешевле в городе, еда в супермаркете стоит столько же. Мы ожидали, что здесь будет прям дорого, и нам многие говорили, что здесь прям дорого. Ну, наверное, экскурсии... Окей, входы в музей дорогие. Допустим, музей тюрьмы, куда я ходил недавно, он стоил $35. Музей, куда мы поедем завтра, где мы прокатимся на поезде, там 1,5 часа идет поезд туристический, $50. То есть, так, достаточно дорого, но, нормально. Но все остальное в целом не такое дорогое, и это нас удивило. Сабрина, что вкуснее, молоко или снег? Шоколад? Шоколад вкуснее. А что вкуснее, молоко или снег? Шоколад. Окей, шоколад победил. Вот так вот выглядит остановка. Остановка, откуда как раз мы начали свой маршрут. Вот там мы сидели в кафе, и вот туда мы ходили вот так вот вокруг, там гуляли везде. Довольно миленько. И сейчас вот по такой дороге, по такому снегу мы поедем назад. Но надеюсь, что нас кто-то возьмет. Но вообще Uber работает во всем городе, и это удивительно. А вот, кстати, и наша машина едет. О, в этот раз у нас такой паркетник. Так что кажется, что мы доедем без приключений. Может быть, он даже полноприводный. Вот Cherry Tiggo. Не знаю, полноприводный он или нет. Выглядит как будто бы да. Вот такие опасности таит в себе зима. Да, такая вот разрушительная сила. Все нормально? Да. Ну что ж, мы приехали домой, друзья. Здесь находится наш дом, наша квартира, которую мы сняли. И пора прощаться. Что ж, друзья, до встречи в следующем видео. Подписывайтесь на membership-программу, если хотите получать транскрипции для моих видео и подкастов. И это также способ поддержать этот проект, этот канал. Всего доброго. Чао.